Всем привет! Вы на канале Мужское хобби, и сегодня мы будем делать самый, наверное, женский напиток, женский самогон, как хотите называйте. Это спотыкач. Рецептов его, в принципе, много разных, и я уже его делал часто на вишне, на клубнике, на малине делал. Но в этот раз у меня нет своего сада, поэтому делаю из ягод, которые либо куплю, либо там кто-то приносит. В этот раз у меня появились запасы крыжовника. Крыжовника уже такого, я не знаю, он переспелый или сорт это такой, он уже вот темный, не зеленый. Я сам люблю есть зеленый крыжовник, когда он еще кислый. Этот уже сладкий и красный. Вот, соответственно, будем делать из него. Я ни разу из крыжовника не делал, поэтому попробуем вместе с вами. Вообще интересно, получается вкус или нет. Делать буду по стандартному уже для себя рецепту, то есть ничего придумывать особо не буду. То есть буду делать именно так, как уже делал. Для этого нам понадобится килограмм ягод, пол-литра воды, 700 миллилитров самогона. Ну, можете брать водку, если вы предпочитаете водку. 40 градусов. И сахар. С сахаром, смотрите, не пересладите. Я для себя вывел, что где-то вот 100-120 грамм, то есть 6 столовых ложек хватает мне и тем, кому я это угощаю. Во многих рецептах рекомендуют брать где-то 300-400 грамм сахара. По мне это многовато. И смотрите, если захотите уже послаще, то просто потом добавьте сахар в готовый напиток. Я буду делать вот 6 ложек, это где-то 120 грамм. У кого нет весов, 6 столовых ложек с горкой. И добавил туда несколько листочков смородины. Я собирал листочки смородины молодой. Рецепт самый простой. То есть мы берем сахар, засыпаем в ягоды. И туда же вливаем воду. Теперь мы это все ставим кипятить. Кипятить, то есть ставим на газ, ждем, когда закипит. И кипятим на мелком огне примерно 20 минут, полчаса. Насколько хватит вас. Ну, давайте начнем. Показывать вам процесс, как он кипит, я не буду, в этом смысла нету большого. Когда все закипит, мы убавляем газ на минимум и вливаем туда самогон. Закрываем крышкой, доводим до кипения и сразу же выключаем. Не забудьте самое главное, когда она у вас стоит на газу и закипает, помешивайте. И когда кипит, тоже помешивайте, чтобы не подгорел там сахар вдруг или ягоды. То есть постоянно так, потихонечку это помешивайте. А то потом пригорит, будете жаловаться, что я вам этого не сказал. В общем, вот так этот процесс выглядит. Закипело, убавили газ. И пусть себе стоит на маленьком огне, вываривается. И помешивать не забывайте. Ну вот у нас все покипело. 20 минут прошло. Открываем крышку и вливаем наш самогон. Закрываем крышку, доводим до кипения и выключаем сразу. И оставляем остывать. То есть просто это должно остыть. А дальше покажу. Ну вот, остыло наше варево. Перелил я его в банку. И в таком виде в банке мы его оставляем настаиваться на дней 10 или пару недель. Должно постоять, настояться. После этого, подключусь. Ну вот прошло 2 недели. Она постояла, настоялась. Или он, спотыкач, если его называть. Я его слил и отфильтровал. Сначала через ситечко, а потом через ватный диск. Давайте пробовать. Цвет. Смотрите, какой цвет. Он и слегка красноватый, и темный. Но крыжовник он такого цвета. Почти черный. Немного густая по консистенции получается. Вот так вот в стакане смотрится. Красивый очень цвет. Приятный. По запаху. Алкоголя в запахе практически нет. Чувствуется такой слегка компотный, может быть, запах. Определить, из чего это будет очень трудно. Потому что просто ягодный, приятный запах. Где-то легко вот чувствуется алкоголь. Прям совсем легко. Давайте попробуем.
Ваше здоровье! Очень приятный по вкусу. Алкоголь практически не чувствуется. Получается такая дамская настойка или наливка. Сложно ей название дать. Спотыкач он и есть спотыкач. С ним будьте поаккуратней. Он оставляет голову светлой, ноги ватными. Поэтому если будете сидеть за столом и пить спотыкач, потом есть шанс, что вы из-за стола встанете с трудом. Попробуйте. Очень вкусный, приятный напиток. Его можно делать на любых ягодах, то есть рецепт стандартный для любых ягод. Вишня, малина, клубника, что хотите. То есть, что вам нравится, что он есть, смородина может быть. Делается по одинаковому рецепту. По сахару вот для меня вот так достаточно. Можете добавить больше. Потому что если вам хочется более сладкий, можно в готовый даже досыпать потихоньку по ложке по столовой. Досыпать, размешивать и смотреть, что получается. Только потом дать отдохнуть все равно. Очень приятный напиток. Легкий, женский, классный. Пробуйте. Ну а на этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк. На канал, я думаю, вы уже подписаны. Всем удачи!